Привет, Арми! Каждый раз, когда наступает 21 февраля, что-то происходит по-новому. Для кого-то это может быть просто еще один обычный день в конце корейской зимы. Холодный ветер все еще витает в воздухе, бледное солнце светит чуть дольше, чем в предыдущие недели, и тихое предвкушение медленно приближающейся весны. Жизнь продолжается как обычно. Расписание остается плотным, уведомления не перестают звенеть. Мир движется вперед без остановки. Но для поклонников Кима Тэхёна 21 февраля не кажется обычным днем. Он несет в себе особое тепло, контрастирующее с сезоном. Он приносит волну ностальгии, которая мягко оседает в сердцах армий по всему миру. Это не просто дата с календаря, это воспоминание, символ. Напоминание о простом посте в социальных сетях, который со временем превратился в нечто гораздо более значимое, чем кто-либо мог себе представить. Прошло 9 лет с тех пор, как этот момент единения был запечатлен и поделен с публикой. 9 лет прошло с тех пор, как одна фотография, непринужденная, простая и искренняя, незаметно стала одним из самых ценных символов дружбы в южнокорейской индустрии развлечений. То, что когда-то казалось мимолетным моментом, застывшим во времени, теперь превратилось в историю, которая продолжает отзываться в памяти год за годом. Фотография Тэхёна рядом с актерами дорамы «Хваран. Юный поэт-воин» была больше, чем просто закулисным снимком. Она не была постановочной ради заголовков, она не сопровождалась драматическими подписями или рекламными уловками. Это было просто отражение подлинного товарищества. Молодые актеры стоят рядом, не подозревая, что их связь вырастет далеко за пределы съемочной площадки. Этот снимок положил начало долгой истории о дружбе, которая росла, созревала и выдержала испытания блестящим, но требовательным миром шоу-бизнеса. В индустрии, часто определенной конкуренцией, временным сотрудничеством и постоянно меняющейся динамикой, такое постоянство – редкость. Сегодня, спустя 9 лет после выхода дорамы в эфир и 9 лет с того трогательного поста от 21 февраля, одно остается неизменным – крепкая связь между Тэхёном и его друзьями из отряда Уга. Когда «Хваран» вышел в 2016 году, зрителей привлекли исторический сеттинг, юношеская энергия и эмоциональный сюжет. Однако мало кто мог предсказать, что сериал породит не только экранную химию, но и один из самых любимых кругов дружбы в истории корейской индустрии развлечений. В сериале Тэхён снимался с талантливыми молодыми актерами, такими как Пак Со Джун, Пак Хён Сик и Чвэ У Шик. Каждый из них привнес на съемочную площадку свое обаяние, индивидуальность и амбиции. Тогда это были молодые люди, строившие карьеру, полные мечт, неуверенностей и надежд на будущее. За кадром их химия оказалась сильнее, чем требовал любой сценарий. Смех в залах ожидания, тихие ободряющие слова перед эмоциональными сценами, игривые подшучивания во время перерывов и долгие разговоры после окончания съемок. Эти маленькие, казалось бы, незначительные моменты стали основой чего-то прочного. Дружба обычно не заявляет о своем появлении, она формируется постепенно, в общих трудностях, в ночных разговорах, в моменты уязвимости. Именно так и началась дружба Вуга. Название Вуга происходит от корейской фразы «Ури га гаджок и да», что означает «мы семья». Сама фраза несет в себе теплоту. Она подразумевает принадлежность, она предполагает связь, более глубокую, чем профессиональные обязательства. Простое название, но полное смысла. С самого начала их отношения ощущались как нечто большее, чем просто коллеги, работающие над одним проектом. Они стали друг для друга источником поддержки в условиях плотного графика и неустанного давления индустрии развлечений.
Пока камеры снимали их выступления, действительно важное происходило за кадром: доверие, взаимное уважение и тихое взаимопонимание, которые сформировались между ними. Для Тэхьона, известного своей теплотой и чуткостью, дружба никогда не бывает поверхностной. Те, кто следил за его карьерой, знают, что он очень ценит верность. Он дорожит людьми, которые поддерживают его не из-за славы, а из-за искренности. Как участник BTS с напряженным глобальным графиком, мировые турне, международные промоушены, церемонии награждения и бесчисленные интервью, жизнь Тэхьона никак нельзя назвать размеренной. Масштаб его карьеры стремительно рос, охватывая аудиторию на разных континентах. И все же, несмотря на ошеломляющий темп мировой славы, он неизменно демонстрирует, что находит время для людей, которые ему дороги. Будь то совместные ужины после долгих периодов разлуки, короткие отпуска, выкроенные между напряженными делами, или простые жесты поддержки в социальных сетях, его близость с Вуго Сквот никогда по-настоящему не ослабевала. Часовые пояса могут отличаться, проекты могут временно разлучать их, но связь остается прочной. Пак Со Джун неоднократно описывал Тэхьона как искреннего и внимательного друга, который умеет слушать. Пак Со Джун и Пак Хён Сик, каждый по-своему, часто поддерживают музыкальные проекты и сольную деятельность Тэхьона. Их взаимодействие кажется естественным и непринужденным. В их дружбе нет места для игры, она не преувеличена для публики, напротив, она тихо укрепляется искренней заботой. Что изменилось за эти годы? Время, безусловно, рост, несомненно, но не суть их связи. Девять лет – это не короткий путь. За это время карьера каждого участника Вуго Сквот взлетела на новые высоты. Тэхьон превратился в глобального артиста, выпустив сольные работы, получившие международное признание и похвалу критиков. Его творческая индивидуальность расширилась, открыв новые грани его творчества. Пак Со Джун расширил свою карьеру за пределы отечественного успеха, участвуя в международных проектах и покоряя мировую аудиторию. Пак Хён Сик продолжает блистать в крупных дорамах, доказывая свою многогранность как актера. Чхве Шик продемонстрировал впечатляющие актерские работы как на телевидении, так и в кино, заслужив признание за глубину и подлинность своих ролей. В отдельности их достижения впечатляют, вместе они еще более вдохновляют, потому что, несмотря на свой рост, они не отдалились друг от друга. Поклонники получили трогательный взгляд на их взаимоотношения в реалити-шоу о путешествиях In the Soup Friend Vacation. Программа не полагалась на драматические конфликты или преувеличенные сценарии. Вместо этого она представила нечто удивительно простое. 5 друзей проводят время вместе. Камеры запечатлели их непринужденные беседы, приготовление еды, подшучивание друг над другом и наслаждение тихих моментов вдали от внимания публики. Не было никаких сложных сценариев, только естественное взаимодействие. На протяжении всего шоу поклонники увидели Тэхьона, который выглядел особенно расслабленным и беззаботным. Его улыбка казалась мягче, его смех звучал свободнее. И, возможно, именно это делает их дружбу такой особенной. Что же делает их дружбу такой особенной? Возможно, дело в том, когда она началась. Они познакомились не на пике своей карьеры, не тогда, когда награды и мировое признание уже определили их имена, а в период роста, когда они все еще преодолевали неопределенность, все еще познавали себя, все еще формировали свое будущее. Они росли вместе с 20 с небольшим лет, неся мечты, которые казались одновременно захватывающими и хрупкими. В этом возрасте амбиции горят ярко, но сомнения тихо таятся. Они пережили долгие часы съемок, физическое истощение, эмоциональное давление и молчаливую тревогу, которая часто сопровождает жизнь в индустрии развлечений. В этом общем опыте они нашли и понимание. Они видели, как друг друга борются с напряженными графиками. Они видели, как друг друга беспокоятся о рейтингах, прослушиваниях, реакции публики и ожиданиях, которые на них возлагаются. Они видели в уязвимость, не только уверенность. Они были рядом как при падении, так и при подъеме. Они радовались достижениям, но также поддерживали друг друга в моменты неопределенности.
Такая дружба редка в конкурентной индустрии. Легко почувствовать себя изолированным, когда успех становится индивидуальным, когда сравнения постоянны и когда общественное внимание преувеличивает каждый шаг. Однако вместо того, чтобы соревноваться, они поддерживали друг друга в развитии. Вместо того, чтобы сравнивать свои успехи, они радовались им. Поддержка не всегда должна быть громкой, чтобы быть значимой. Иногда она проявляется в небольших жестах, поздравительном сообщении, неожиданном визите на съемочную площадку, тихом ужине после долгой недели. Тэхёна видели на премьерах фильмов его друзей, сидящим среди зрителей не как мировая суперзвезда, а как поддерживающий друг. Точно так же участники Вуга Сквад часто приходят поддержать Тэхёна на музыкальных релизах, сольных успехах и важных достижениях. Эти моменты не всегда попадают в заголовки, но они глубоко трогают поклонников, которые замечают их регулярность. Пост, опубликованный 9 лет назад, мог показаться простым в то время, просто фотография, на которой они вместе, без драматических подписей или тщательно продуманных заявлений. Он не пытался объявить о чем-то грандиозном, он не предсказывал будущее почти десятилетней дружбы. И все же, иногда самые значимые начала происходят тихо. Для фанатов этот образ постепенно превратился в нечто символическое. Он олицетворял подлинность, он олицетворял связь, он олицетворял собой своего рода связь, которая кажется прочной в мире, где отношения часто кажутся временными. Каждый год, когда наступает 21 февраля, социальные сети снова заполняются репостами, коллажами воспоминаний и трогательными сообщениями от армии и поклонников Вуга Сквад. Фанаты пересматривают старые видеоролики, делятся любимыми моментами и размышляют о том, как многое изменилось и как много осталось прекрасным и неизменным. Многие считают связь между Тэхёном и Вуга Сквад напоминанием о том, что настоящая дружба может выдержать испытания временем, даже несмотря на несовпадающие графики, физическое расстояние и огромные трудности давления славы. Их жизнь далека от простой, их графики расписаны на несколько месяцев вперед, их карьера требует международных поездок, интенсивной подготовки и постоянного внимания общественности. И все же, несмотря на все это, они продолжают находить время друг для друга. В эпоху, когда в интернете часто набирают популярность идеальные компании, когда дружба тщательно отбирается, фильтруется и иногда преувеличивается ради популярности в социальных сетях, команда Вуги ощущается иначе. В их взаимодействии присутствует сдержанная подлинность. Они не постоянно публикуют посты, чтобы доказать свою близость. Они не разыгрывают дружбу ради одобрения. Они просто есть. Это 5 взрослых мужчин, которые понимают жизненный путь друг друга. Они знают боль от неудачных прослушиваний, тихое разочарование, которое приходит, когда усилия не сразу приводят к возможностям. Они знают давление рейтингов сериалов и ожиданий кассовых сборов. Они понимают тяжесть мировых турне, усталость после долгих репетиций и эмоциональную нагрузку жизни под пристальным вниманием общественности. Самое главное, они умеют быть здесь и сейчас, когда камеры выключены. Когда гаснет свет на сцене и стихают аплодисменты, остаются лишь разговоры в уединении, остаются дружеские отношения, не зависящие от реакции публики. В такие моменты слава отходит на второй план. Важно доверие. 2026 год знаменует собой 9 лет с того культового момента 21 февраля. 9 лет с тех пор, как простой пост незаметно привлек внимание публики. Еще через год они отметят десятилетие дружбы, веха, которая кажется одновременно нереальной и глубоко значимой.
Десятилетие – это не маленький промежуток времени. Оно представляет собой общие сезоны – зимы усталости, весны обновления, лета успеха, осени размышлений. Оно представляет собой рост не только в карьере, но и в характере. Многие поклонники надеются на особый проект воссоединения, возможно, еще один сериал, возможно, совместное выступление, возможно, новое развлекательное шоу, которое снова продемонстрирует их естественную химию. Желание понятно. Наблюдать за ними вместе приносит утешение. Это похоже на возвращение с места, где чувствуешь себя в безопасности. Однако даже без крупного совместного проекта сам факт их близости уже имеет значение. Их дружба не зависит от публичности, она поддерживается намерением. Дружба Техейна и Вуга Сквад не сводится к тому, как часто они появляются вместе в заголовках. Она заключается в тихой, но неизменной связи. Она в том, чтобы помнить дни рождения. Она в том, чтобы поддерживать связь в трудные времена. Она в том, чтобы искренне отмечать важные события. В мире развлечений, часто наполненном сенсационными новостями, меняющимися союзами и мимолетными коллаборациями, их история кажется оазисом, теплым, простым и искренним. Она напоминает людям, что подлинность все еще существует за гламуром. 9 лет могут быть всего лишь цифрой на бумаге, но для них это путешествие, наполненное бесчисленными воспоминаниями. От съемок «Хваран», где смех эхом разносился между дублями, до того простого поста от 21 февраля, до отпусков, проведенных отдаленно от внимания публики, до тихих ужинов, которые так и не попали в социальные сети. Каждый момент способствует глубине их связи. Возможно, самые прекрасные моменты их дружбы – это те, которые никогда не документированы, разговоры, которые остаются личными, поддержка, оказываемая по доверию, моменты молчания, разделенные без необходимости объяснений. Прекрасная дружба не всегда нуждается в ярком свете софитов. Она не нуждается в постоянном подтверждении. Она просто нуждается в том, чтобы ее лелеяли, о ней заботились и ценили с течением времени. Сегодня, спустя 9 лет после первого показа дорамы и 9 лет после поста, оставившего неизгладимое впечатление в сердцах поклонников, одно остается неизменным – дружба Ким Тэ-Хайона и Уга Сквада продолжается. Она продолжается не потому, что ее публично отмечают, а потому, что она поддерживается в частном порядке. Это чувство сохраняется, и оно остается таким же теплым, как в тот первый раз, когда они назвали друг друга семьей. Пока смех продолжает разноситься, когда они собираются вместе, пока поддержка тихонько оказывается в важных моментах, их история будет жить дальше. Не просто как развлекательная новость, а как напоминание о том, что за яркими огнями сцены и блестящими карьерами скрываются человеческие связи, которые остаются неизменно крепкими. И, возможно, именно поэтому 21 февраля никогда не будет казаться обычным для армии. Потому что это не просто воспоминание о посте, это праздник дружбы, прочной, долговечной и прекрасной. Итак, армия, размышляя обо всем, что символизирует 21 февраля, возможно, самым значимым выводом является не только сама годовщина, но и напоминание, стоящее за ней. В мире, который быстро меняется, где тренды меняются за одну ночь, а заголовки также быстро исчезают, дружба между Ким Тэ-Хайоном и его командой Уга Сквад за смех, который мы видели, и за бесчисленные моменты, которых нам не хватало. И за многие годы дружбы, роста и единения. Сколько бы времени ни прошло, пока связь остается искренней, их история будет продолжать вдохновлять. Спасибо, что помните. Спасибо, что радуетесь. И самое главное, спасибо, что верите в долговечную дружбу.